Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 2024 году и поговорим о том, как вам привлечь изобилие, достаток и благополучие, на какие цифры вам обязательно стоит обратить внимание, на какие дни недели, а также какие практики, ритуалы стоит провести для того, чтобы действительно в вашей жизни было все самое лучшее в 2024 году. Вы знаете, еще немножечко, и мы с вами встретим 2024 год. И очень важно, чтобы вы понимали и осознавали, следующий год для многих людей будет очень важным и решающим. Поэтому, если вы что-то откладывали, обязательно продумайте и решите для себя, а что вы хотите сделать. Вот прямо сейчас, после просмотра вот тех советов и рекомендаций, которые мы дадим в этом видео, просто пропишите, а что вы хотите от 2024 года, связанных с деньгами, в сфере денег, в сфере карьеры, здоровья, отношений, детей, внуков и так далее, и так далее. Каждый, вот просто сядьте и пропишите, да, понадобится время, но вы должны понять и то, что таким образом вы сможете понять и изменить уже свою жизнь после просмотра этого видео. Итак, давайте начнем более подробно проговаривать все моменты. Итак, в 2024 году планетой будут править следующие числа. Запомните или запишите их. Итак, цифра 1, цифра 3 и цифра 4. Именно эти цифры в 2024 году принесут вам и удачу, и изобилие, и достаток. Старайтесь их в 2024 году использовать в своей жизни. Вы спросите, а как их правильно использовать? Ну, например, вы планируете купить квартиру или дом. Посмотрите, чтобы были именно цифры 1, 3 или 4. Ну, например, оформить сделку 1, 3 или 4 числа. Или чтобы номер квартиры или номер дома был, или номер квартиры был цифрами 1, 3 и 4. Или вы хотите отправиться в путешествие, то используйте именно эти цифры, потому что эти цифры помогут вам и даже откроют вам, знаете, как новые возможности и новый шаг. Далее, лучшими днями недели в новом 2024 году будут четверг и суббота. Конечно же, и другие дни также, они прекрасны, но именно четверг и суббота в 2024 году будут иметь достаточно сильные вибрации, которые помогут вам, например, в жизни привнести какие-то новые кардинальные изменения. Поэтому, если вы, например, решили открыть бизнес-дело какое-то в 2024 году, откройте его в четверг или в субботу. Если вы хотите, например, отправиться в путешествие или устроиться на новую работу, пройти собеседование, сделайте это в четверг или в субботу, и в вашей жизни обязательно все сложится самым наилучшим образом. Помните об этом. Но если у вас обстоятельства так, что вы не можете ждать четверга или субботы, тогда подумайте на интуитивном уровне, какой для вас день очень важным. Что же касательно благоприятных месяцев в 2024 году, то это будут следующие: март, июль, сентябрь, октябрь, вторая половина ноября и декабрь. Кроме того, обращаем ваше внимание, что очень важно, чтобы вы в мае не делали никаких резких движений, не старались что-либо изменить в своей жизни. Но, с другой стороны, именно в мае вам нужно составить план на следующие полгода. И это очень важно. Тогда действительно вторая половина 2024 года станет для вас и продуктивным, и прибыльным, и денежным. Далее, друзья, символом следующего года мы все уже знаем, с вами неоднократно обсуждали, говорили, это зеленый деревянный дракон. И вы знаете, очень многих людей 2024 год действительно будет и успешным, и удачным, и благополучным. Он даже для многих людей привнесет то, что многие люди даже не ожидали. Многие люди, возможно, о чем-то мечтали, но у них этого не получалось. Кроме того, обращаем ваше внимание, что зеленый деревянный
стеклянный дракон бывает раз в 60 лет. Поэтому ваша задача именно в 2024 год прожить так, спланировать свои планы, цели, задачи, мечты и желания, чтобы следующие 60 лет вы прожили в изобилии и в достатке, а также здоровыми, счастливыми, в радости и в мире. Конечно, кто-то скажет, а что такое, я же не буду 60 лет еще жить. Но вы должны понимать, вне зависимости, сколько вы готовы жить, очень важно, чтобы вы сами осознавали и понимали, что для вас этот год имеет очень важное значение. Кроме того, для вас 2024 год нужно быть мудрым. Каждый из нас должен стать мудрым, честным, терпеливым, и тогда вы действительно сможете достичь удачи и богатства. Но помните о том, что если вы хотите чего-то добиться в жизни в 2024 году, в год дракона, с помощью обмана или мошенничества, у вас это не получится. Многие подумают о том, что на первом этапе возможно все, но вы знаете, жизнь так повернется, что мало никому не покажется. Поэтому все, что связано с лживостью, с обманом, мошенничеством, все, что связано с кражами и так далее, убирайте это из своей жизни. Даже не думайте, потому что вы должны понимать, что если вы нечестно будете относиться к людям, нечестно будете относиться к партнерам, к планете, то, знаете, это все вернется бумерангом. И вы знаете, что он сюда возвращается в тот момент, когда люди этого не ожидают. Также обращаем ваше внимание, очень важно, чтобы каждый человек обязательно приобрел фигурку дракона. Но не просто фигурку дракона, а найдите фигурку дракона, который сидит именно на монетах. Почему? Потому что именно вот такой вот амулет привлечет деньги в вашу жизнь. И обязательно этот уже амулет должен быть у вас в новогоднюю ночь. Желательно, чтобы он был у вас в кармане. Желательно, чтобы он у вас был в сумке. И желательно, чтобы он был на протяжении всего 2024 года. И таким образом он не только в новогоднюю ночь зарядится вот этой позитивной, созидательной энергией, но и на протяжении уже всего 2024 года поможет вам в любых финансовых вопросах. Поэтому, пожалуйста, пока есть время, обязательно найдите фигурку дракона. Не обязательно должна быть какая-то большая, это может быть даже маленький брелок, но главное, чтобы он сидел на монетах. Что же касательно камня 2024 года, друзья, то это у нас с вами яшма. И вы можете его зарядить лунным светом. И вы знаете, яшма не только приносит удачу, но и помогает видеть невидимое, проникать в самую суть вещей. Поэтому постарайтесь или сейчас, уже в ближайшее время, или уже в начале 2024 года заиметь камень удачи. И это у нас с вами яшма. Далее, как нам еще можно привлечь изобилие, достаток и благополучие в 2024 году? Обращаем ваше внимание, когда вы будете встречать новый 2024 год, а это мы с вами отмечаем с 31 декабря на 1 января, обязательно, чтобы на вашем новогоднем столе было как можно разнообразных блюд. Они не обязательно должны быть какими-то дорогими. Это должны быть те блюда, которые вы любите, которые вам нравятся. Поэтому, но еще помните о том, что рыбные блюда также и морепродукты также должны быть на столе. Не забывайте о том, что на вашем столе на новогоднюю ночь должно быть много фруктов, особенно апельсинов и мандаринов, и не забывайте про лук зеленый. Также обращаем ваше внимание, очень здорово, если в новогоднюю ночь вы на запястье левой руки нарисуете знак бесконечности, потому что цифра 8 в лице знака бесконечности притянет к вам изобилие, достаток и благополучие. И желательно в новогоднюю ночь нарисовать этот значок на запястье и сказать следующие слова:
приглашаю в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Я магнит для божественного изобилия. Истинно да будет так. И даже если он 1 января стерется, этот значок, ничего страшного в этом нет. Почему? А дело в том, что вы уже запустили определенные процессы в вашу жизнь. Кроме того, очень здорово, если при встрече Нового года вы положите под скатерть праздничного стола на углах, будете расположите, положите именно монеты. Обязательно они должны быть белого цвета. И на стол обязательно поставьте свечи. Те свечи, которые вам вот будут, вы будете внутренне ощущать. Если вы знаете, что вам нужно, чтобы деньги были в вашей жизни, поставьте зеленые свечи. Можете красные поставить, золотистого цвета. Эти свечи обязательно вам принесут в 2024 году все самое лучшее и нужное для вас. Не забывайте уделить внимание и скатерти. Обращаем ваше внимание, при встрече Нового года у вас скатерть должна быть белого или серебряного цвета. И, что немаловажно, именно эта скатерть должна быть и на протяжении всего уже 2024 года. Это очень важно. Также вы можете привлечь финансовое изобилие в дом с простой одной практикой. Для этого вам понадобится любая крупа, можете использовать пшеницу, можете использовать рис, гречку на ваше усмотрение. Так вот, те люди, которые будут приходить в ваш дом, начиная с 31 декабря по именно 12 января, вы обязательно бросайте в них крупу, и затем, после того, как они будут уходить, обязательно ее собирайте, эту крупу, и отдавайте птичкам. Когда будете отдавать птичкам, скажите такие слова: птицу кормлю, счастье, изобилие, достаток в свой дом приманю. Это очень важно. Далее, очень важный один момент. В канун Нового года и в первые 12 дней после наступления Нового года никому, ни при каких обстоятельствах не одалживайте деньги. Иначе ваш год пройдет в убытках, и в нищете, и в постоянных проблемах. И, конечно же, постарайтесь отдать свои долги, но включительно до наступления праздника, то бишь до 31 декабря. Это очень важно. С деньгами очень нужно быть осторожными, потому что это денежная энергия. Вы должны понимать, есть понятие денег, это банкноты, монеты, которые мы с вами знаем, да, а есть еще денежная энергия, и многие ее путают. Кроме того, не забудьте очистить дом от всего, что вы хотите оставить в старом 2023 году. Также, если вы знаете, что вас что-то раздражает, и вы хотите новую жизнь начать, обязательно это убирайте и избавляйтесь. Далее, на что еще нужно обратить внимание? После того, как в 12 часов ночи по вашему местному времени в новогоднюю ночь пробьют часы, откройте обязательно входную дверь дома или вашей квартиры и пригласите удачу, изобилие, достаток и благополучие в свой дом. Вот просто скажите: я приглашаю. И вот скажите, пусть это будет 2-3 предложения. Главное, в этот момент, когда вы будете говорить, вы должны быть вот в таком вот приподнятом настроении. Вы должны в это верить и ощущать вот это, знаете, новогоднее настроение, вот эту энергетику. И тогда на протяжении действительно 2024 года в вашем доме и в вашей жизни будет много чего интересного и нового. Кроме того, вы можете поставить возле входной двери и статуэтку дракона. Не обязательно от какого-то принципиального статуэтку, то есть вы можете использовать любую статуэтку дракона, которая вот вам понравится. Но для вас энергетически именно эта статуэтка дракона должна быть охранником и защитником, потому что мы ставим возле входной двери, и именно эта такая вот статуэтка дракона не выпустит из дома удачу и не впустит в квартиру негативную энергетику. И кроме того, если вы выберете интуитивно вот правильного для себя дракона, знаете, ни один недоброжелатель, ни один завистник ни при каком обстоятельстве не сможет, обращаем ваше внимание, переступить порог вашего дома. Так что используйте
Также постарайтесь сам Новый год встретить очень ярко, радостно, даже если у вас есть проблемы. Почему? Потому что вы должны оставить беды, проблемы и негатив, вы должны убрать из вашей жизни, а это только вы можете сделать благодаря себе. Так что, друзья, используйте эти знания, запишите их, и прямо сейчас у вас есть время, чтобы это сделать. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки и мальчики, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, друзья, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся уже буквально в следующем видео.